Пока вся страна отходит от ужасно засушливого 2021 года и пытается забыться на новогодних корпоративах, наша команда мысленно прокручивает будущий сезон. Волжагра – это про то, как быть готовым к любым неожиданностям. Какая репродукция? Михалыч, иди сюда, смотри. Ты либо это делай, либо скажи, я не буду это делать. Даже не рассматриваю эту технику. Сам понимаешь, $2 миллиона человек если теряет. И где твое планирование? Что ты приехал ко мне в март? Я не справлюсь, мне надо больше. Все вранье, подсказать невозможно. Как он сказал, так должно быть сделано. Мы передадим вам нашу новогоднюю атмосферу. Это серия про то, как качественно планировать. Сейчас идет период планирования к новому сезону. Регионы приезжают, защищают свои рабочие планы. В итоге, в конце сезона мы поймем, насколько наш план совпал с фактом. Я буду работать вот так. Как ты можешь планировать в сельском хозяйстве? Есть определенное количество неясностей, погодные условия и так далее. Почему защита? Это когда агроном предприятия и руководитель предприятия перед центральным офисом защищает свою мысль, свой производственный план. Ты защищаешь только то, что ты в состоянии исполнить. Директор мне говорит, я обещаю, я это в состоянии сделать. И вот эти ресурсы мне нужны. Я со своей стороны говорю, если ты в состоянии это сделать, вот этими ресурсами я тебя обеспечу. Какую позицию занимаешь? Ты занимаешь позицию прокладки между региональным офисом и колхозами? Или занимаешь позицию руководителя региона, который на себя берет ответственность? Почему ты так на человека там наезжаешь? Почему ты на него там кричишь где-то? Потому что мы с ним уже договорились, как мы будем делать работу. Иваныч, нету вообще ни по одному двудольному никакого эффекта. Вот он, смотрите, он цветет и пахнет. На сегодняшний день вся защита проходит на цифровых сервисах. Если он на 5,5 миллионов ремонтируем, он должен как минимум там, да, свои 5,5 миллионов заработать. Мы подразумеваем, что этот трактор будет занят весь сезон. Механизатор, который работает на этом тракторе, заработает приличные деньги. Михалыч, иди сюда, смотри. Ты в этом сезоне заработаешь 3,5 миллиона тенге. Он говорит, как я там? Смотри, ты сеешь, ты поруешь, ты зябь делаешь. Мы на тебя запланируем. Это единственная компания, где хорошие деньги можно заработать. В ходе этого планирования мы видим нагрузку каждого трактора, каждого орудия. Неправильно запланируем, если мы количество техники, мы закажем неправильное количество запчастей. Все это скажется на экономике. Больше не сеять. Почему? Потому что мы на него тратим большие деньги. Он будет сеять. Не, подожди. А кто инженер здесь? Какое участие принимают инженеры в защите рабочих планов? Сейчас, когда агроном приходит и говорит, что я должен закрыть влагу, да, условно, мне нужен такой-то, такой-то агрегат. Инженер приходит и говорит, слушай, если тебе надо закрыть влагу там, боронами 18-метровыми, тебе достаточно кировцы. Если у тебя бороны 22-метровые, тебе уже нужен трактор помощнее. Почему такая выработка? Еще с комплексом что-то не так или что? Или с трактором что-то не так? Это нормально, когда защита не проходит, когда защита не принимается, когда то или иное там, орудие неправильно сегрегатировано там, с трактором. Слабек, я вижу, что ты вообще не принимал участие. Ты либо не занимайся этим, либо займись этим. Агрегатирование – это чисто твоя работа.
Ты либо это делай, либо скажи, я не буду это делать. Твоя задача просто проверить, правильно ли они сегрегатировали технику с орудиями. И все. Отремонтируй, сделай, закупи запчасти, сделай. Хотя это вообще не его работа. А почему ему дали столько? Ну то сейчас даже мы виноватых не ищем. Ну как он доказывает? По ощущениям он говорит, да не даст он. Хотя программа говорит, что даст. Наши цифровые сервисы позволяют нам правильно анализировать огромное количество информации. В том числе, к примеру, мы смотрим на трактор и видим, сколько конкретно гектар данный трактор должен отработать, сколько мы вкладываем в его ремонт, какую сумму составляет остаточная его стоимость. И из всего этого мы оцениваем эффективность и ценность данного комбайна в нашей структуре. Инженера всегда должны стоять за оптимизацию, за уменьшение затрат, за вывод с эксплуатации непроизводительной, изношенной старой техники. А агроном должен говорить: нет, ребята, я не справлюсь, мне надо больше. Вот поэтому такие вопросы возникают. Это нормально. Чтобы вы понимали, наши цифровые сервисы, они позволяют посчитать затраты на, я говорю, о ресурсах, там, вплоть до литра, до килограмма удобрений, химии, отсчитывает заработную плату, отсчитывает, сколько у тебя литров ГСМ уйдет на конкретно отдельную взятую клетку. Да, то есть ты, в принципе, вся технологическая карта у тебя формируется вот так. Этот сервис у нас есть, потому что он позволяет нам обеспечить необходимое принятие решений и контроль предприятия. По завершению сезона у нас в сельхозниках есть такая традиция посещать выставки. Чем раньше ты поймешь, какие у тебя планы на следующий год, тем более выгоднее ты заключишь сделку по приобретению техники, по приобретению химии, по приобретению семян, всех других затрат. Не потраченные тенге – это заработанные тенге. Момент очень важный, и мы его пытаемся донести до наших сельхозников. Вот мы тренды задаем, вот тренды. Как поперли все озимы сеять. Ну, кто эти тренды задал? Мы же задали эти тренды сеять. Все лен, ой, да лен, геморрой, сейчас в лен все поперли. Мы видим огромный спрос со стороны Европы, потому что они хотят покупать именно масло и масличные культуры у нас в Казахстане. Они переходят все на биодизель. Цена, к примеру, на масличные культуры за последние 3 года выросла там, практически в 4 раза. К примеру, мы сформировали свои планы, да? То есть структуру посевов. То есть под эту структуру посевов необходимо определенное количество техники, там, посевных комплексов, тракторов и так далее. Мы видим, что, может быть, чего-то у нас не хватает, либо где-то излишек. И обращаемся к нашему поставщику, задаем вопросом: слушай, нам необходимы следующие единицы. И когда тебе поставщик говорит: слушай, я тебе поставлю ее в апреле, ну тут, можно сказать, ты на грани, и ты в руках этого поставщика, твои планы зависят от качества работы этого поставщика. Если это хорошие поставщики, они поставят тебе в срок, они поставят тебе всегда вовремя. А если даже у них происходит форс-мажор, они заменяют эту технику другой и говорят: слушай, вот тебе техника, ты пока ею пользуйся. То есть ты ее отсеешь, а мы твою новую там привезем тебе там к моменту, как она только приедет, соберем. То есть всегда они находят такой правильный партнерский подход, выбирают. Для меня важен сервис. Бренды и так далее, это все классно. Если сервис говно, вот как вот этих вот, ну, то есть я даже не рассматриваю эту технику. Вот, к примеру, есть один поставщик, мною в кавычках очень любимый, он привез мне посевной комплекс там в конце мая, когда уже посевная закончилась, там бушный, запененный весь. Вот, к примеру, СТ Агро, он со мной вот так вот, рядом, постоянно. Он со мной рядом, он говорит: что там, что неправильно, где? Бурго, мне надо звать, мне надо уговаривать, однозначно. Просто потому, что меня не устраивает сервис, с Джон Диром я связываться не буду и никому не рекомендую. У меня план 5-7-летний переход полностью на класс. Как комбайны, так и трактора. Как сказать, дорого это недорого, когда один комбайн стоит как Rolls-Royce. Я знаю фермеров, которые ездят на старом москвиче, он живет в старом доме, и вот он все свои деньги туда инвестирует. Достаточно дорогостоящее мероприятие провести все технологические операции на поле. Ну, конечно же, когда взаимодействуешь с каким-то новым поставщиком, это большой риск. Я скажу так, я из-за вас центнера 2 потерял по подсолнечнику.
Сам понимаешь, 2 миллиона долларов человек, если теряет, ну, 1,5 миллиона долларов. Какой бы разговор был бы? Вопрос, поэтому здесь вопрос серьезный. Я всегда задаю вопрос, а ты можешь себе позволить быть моим поставщиком? Хватает ли тебе оборотных средств, чтобы поставлять мне то или иное оборудование, технику, химию, семена? И зачастую ребята, ну просто они не выдерживают. Вы не так, что вы передали бутылки, сказали, что там работает, не работает. Какое-то сопровождение нужно. Ваши ребята должны ходить, поле не обманет. Давайте посмотрим. Большой спрос с нашей стороны. У нас очень высокие требования к нашим поставщикам. Обозначаете проблемы, важные проблемы, но и не самые главные проблемы. Вот самые главные проблемы вот здесь нет. Вы прилетаете к нам, вы поймете, вообще, что сельхознику надо. Турки приходят, я говорю, что ты приехал ко мне в марте? Или химики ко мне в апреле приезжают. Что ты хочешь, говорю, в апреле? Все куплено, все уже заготовлено, уже что, дурак, что ли? Планирование – это очень важно в таком вопросе, как поставка средств защиты растений. Вы представьте, если бы при планировании допустить ошибку в каком-нибудь одном вопросе, транспортировка, не вовремя таможенное оформление, задержка сертификации. Культура не ждет, она растет. Возвращаясь на многие года назад, мы для себя понимаем, что нас ожидает в следующем году по вредителям или по болезням. Не то, мы не можем ожидать, это все вранье, предсказать невозможно. Самое интересное и самое завораживающее – это управлять той организацией, которая находится постоянно в хаосе, в постоянном видоизменении. Хаос – это не значит, что нельзя его планировать. Хаос – это значит, его тем более нужно планировать. Со стабильным действующим веществом можно спокойно планировать свою технологическую защиту. Ну зачем планировать предсказуемое? Оно предсказуемое. Ты возьмешь китайский и думаешь так, в одном году он сработает, а на следующий год он, я не знаю, сработает, не сработает. Ты планируешь там 20 центнеров круг, а работаешь этим результатом, он тебе дал 8. И где твое планирование? А тот, кто управляет хаосом, тот уже на 2 шага впереди. Кто точно не станет членом команды Волжагро. Такие закостенелые люди, которые не стремятся развиваться, и те люди, которые говорят «я прав», то есть такие неадаптивные люди. Если внутри организации нет культуры, то культура внешней среды, она будет затекать в организацию. Если же культура внутри организации достаточно сильная, то она будет экспортироваться во внешнюю среду. И именно путем изменения культурного мышления и погружением в правильную культуру, где каждый сотрудник является ценным элементом, и он это ощущает, только тогда человек сможет относиться к компании как к своей, когда он будет зарабатывать на ней так, как на своей компании, и он будет работать в ней как в своей компании. Вот именно такой подход мы выбрали для себя, и на сегодняшний день мы видим, что он достаточно успешен в Волжагро. У нас в Соколе есть прекрасный коворкинг. Там у нас проходит основная командная работа, где мы всей командой можем прийти к лучшему решению. Там у нас есть шикарная библиотека. И там по четвергам мы обсуждаем книги. И тем самым повышаем профессионализм наших людей, что неизменно сказывается на улучшении качества жизни наших сотрудников. Наша организация пронизана нотками японского стиля управления. Мы уделяем 80% времени на планирование и 20% времени на реализацию. Есть такой анекдот, где американец и японец идут по лесу, встречают медведя, и медведь начинает за ними гнаться. Американец начинает бежать, японец начинает завязывать шнурки. Американец говорит ему: слушай, ну ты думаешь, ты медведя обгонишь, что ли? Зачем ты завязываешь шнурки? Беги, говорит. А мне не нужно медведя обогнать, мне нужно тебя обогнать. Японец правильно планирует. Когда мы побежим в мае,
то нам будет далеко не до кроссовок и далеко не до шнуровки. Наша структура посева 2022 года уже была сформирована в октябре 2021 года. Основная наша ценность – это постоянное усовершенствование и постоянное обучение. Мы создаем план обучения на следующий год по результатам наших ошибок прошлого сезона. А в этом году мы планируем уделить огромное внимание обучению наших бригадиров. Важность бригадиров признана всем миром. Минимум в 2 раза увеличим заработную плату, но тем самым у вас увеличится и ответственность. В Америке данная же позиция называлась супервайзер, либо форман назывался. И называется на сегодняшний день. Но разница в Советском Союзе и в Америке заключалась в следующем, что в Америке бригадир, он всегда получал заработную плату минимум в 2-3 раза выше, чем любой его сотрудник, чем специалист, чем механизатор, чем рабочий. А идеология Советского Союза, она была так построена, что рабочий всегда зарабатывает больше, чем управляющий персонал. Ну, так была сформирована коммунистическая идея. Бригадир перестал понимать, зачем ему нужно работать больше, чем рабочий, тогда как он получает меньше, чем рабочий. В этом году самый главный человек у нас будет бригадир. Как он сказал, так должно быть сделано. Иначе тогда грош цена этому бригадиру. Если он запланировал одно, ему директор сказал, не делай так, механизатор сделал по-другому, то зачем этот бригадир нам нужен? Мы существенно повышаем престиж самого бригадира и его переименовываем, называем управляющим производством. Агрономия, инженерия, управленческим навыкам, финансовой грамотности, лидерству. В этом году мы еще хотим обучить кайдзену, управлению проектами, то есть планы у нас большие. У нас по каждой важной ключевой позиции сформированы четкие требования, какого уровня должен быть специалист, какие знания у него должны быть. Эту планку мы каждый год поднимаем. Если у нас неграмотные агрономы, либо мы не развиваемся, мы не получим тот урожай, который нам необходим. Соответственно, мы сможем обеспечить достойную жизнь наших сельчан. Суть заключается в том, чтобы построить такую систему, которая постоянно будет работать и анализировать свои собственные ошибки, которая постоянно будет улучшаться. И единственный способ сделать так, чтобы тебя не догнали, это бежать всегда. Мы внедряем цифровизацию. В это время ребята только начинают о ней думать. Через некоторое время они начинают внедрять цифровизацию. Мы в это время уже ее улучшаем. Через некоторое время они начинают ее улучшать. Мы в это время уже улучшаем то, что мы улучшили. Любая ошибка, она должна стать нашей силой. Любую ошибку можно простить, кроме повторившейся. Если ты совершил ошибку и не сделал из нее выводы, и наступил на второй раз, извини меня, что-то неправильно с тобой. На сегодняшний день мы уже приобрели семена, запасные части, удобрения, технику. И самое главное, у нас уже готов план обучения на всю зиму и на март месяц для наших механизаторов, агрономов, инженеров, управляющего персонала, директоров предприятия. Понимаете, одна из наших задач – это улучшить жизнь на селе. Поэтому без любви к человеку, наверное, это невозможно. Скажите мне, пожалуйста, какую компанию вы сами строили? Можно громче? Что значит великую компанию? Это не компания, которая зарабатывает миллиарды и так далее, и, то есть владеет всем и вся. Нет. Великая компания – это та компания, где каждый сотрудник просто неимоверно гордится, что он является частью этой компании. А люди вокруг мечтают попасть в нее. Понимаете, мы с вами делаем историю. Мы с вами ее сами пишем. Мы вместе с вами.